Сегодня по нашим темам. Наша тема сегодня — это краткий обзор кабинета мастеров игры, новости от компании, подготовка к старту приложения. Но начнем с болезненной такой темы. Это кабинет мастеров игры. Вот, знаете, я каждый день обязательно несколько звонков, ну, не могут люди с ним разобраться. Я отправляю всегда вебинар, он у нас есть. Этот вебинар, он в записи у нас в двух чатах, и у Олега Ульянова, и у меня. Там я делаю этот обзор. Но сегодня я повторю самые ключевые моменты, потому что люди немножечко теряются, да. Значит, давайте я покажу экранчик. Так, так. Наверное, у меня вот это, да? Так, Хельмут, сейчас на экране должно быть... Так, Все видно. так, так. МОК, Да, сайт наш МОК, да? все видно, Так, все. это все видно. Сейчас я уберу эту штучку сюда. Ну, прямо проблема. Проблема вот в чем заключается. Значит, чаще всего там отправил орбы почему-то не пришли, не знаю, где это посмотреть. Значит, заходим с человеком на сайт мастеров игры, я ему показываю, где это есть. Но, значит, давайте начнем с самого простого, да, значит, вот с этой первой кнопочки, пропустим пока все эти, я потом к ним вернусь, да. Значит, Store, кнопочка Store, да, и, ну, это своеобразный магазин, вот вы видите, да, для нас. То есть здесь мы можем купить, да, не на маркетплейсе, а прямо здесь, на сайте мастеров игры, для нашей с вами работы, адвизоры. Мы можем купить здесь бустеры. Я уже говорил вам, ребята, что покупайте эти бустеры, пока у них цена в 2 раза дешевле, да. Значит, здесь у нас персональные магазины, например, для мастеров игры. Вот он магазин, да. И здесь же персональный магазин для игроков, если вы мастер игры. То есть на самом деле Store, заходите сюда. Но здесь открываются у вас еще два значения, да, Marketplace. Значит, вот посмотрите, коллеги, вы как маркетмейкер, да, здесь будет открываться marketplace. Вы можете заходить на marketplace, когда он будет открыт, да, значит, и работать с магазином. Но теперь смотрите, когда новые мастера игры придут, да, нажав кнопочку marketplace, они попадут в ваш marketplace. Понимаете? То есть поэтому я говорю, что чем больше у вас будет активов, включая сюда RSL, о них мы тоже позже поговорим, значит, постарайтесь, чтобы было больше активов, потому что если мастер игры, значит, а у нас вы уже все включены, если вы зайдете на сайт Olympia Lab, вы увидите команда номер 5, это наша команда, мы подключены, у нас у всех будут свои интернет-магазины. До включения главного маркетплейса Анталаджи у нас будут свои Анталаджи, да. Значит, те, кто уже это сделал, я вас поздравляю. Те, кто пока не набрал доминионы, ну, советую вам это сделать, потому что люди будут попадать к вам и у вас покупать. Я думаю, для всех это очень важно, да. Далее, кнопочка интермедиари. Да, что это за кнопочка? Это ваш помощник, который будет вам на маркетплейсе покупать необходимые для вас ресурсы. Вы можете разместить здесь, в этом разделе, что вы хотите купить, за какую валюту хотите купить и по какой цене вы хотите купить. И после того, как вы сделали этот маленький смарт-контракт, да, то ваш помощник, проводник, наверное, его правильно назвать,
посредник, да, то посредник, независимо от день это, ночь, время, да, вы задали ему направление, что вы хотите, по какой цене хотите, и за какой валютой вы будете расплачиваться, то вы спите, он для вас покупает то, что вы ему заказали, да. Но это я шагаю немножечко вперед, потому что я задавал эти вопросы, я получал на них ответы. Пока этой информации нет, я просто с вами ею делюсь, да. Значит, чтобы вы понимали, для чего. Значит, это первая кнопочка Store и, значит, Master Store, Marketplace и интермедиары. Есть, разобрали. Значит, инвентарь. С этим тоже, в общем-то, все понятно. Здесь у вас монета, верхняя кнопочка, здесь ресурсы. И вот раз уж мы в ресурсах, я очень вас попрошу, это вам очень скоро пригодится, и это вам не стоит ни копеечки. Собирайте ресурсы, свои же ресурсы собирайте в роли игрока, вы будете получать вот эту маленькую зарплату в виде ресурсов сюда, да, на ваш, на раздел ресурсы на сайте мастеров игры. В чем ваша прелесть мастеров игры? Вы вот эти ресурсы сразу можете продавать на маркетплейсе, либо продавать вашим игрокам. Понимаете, они им будут нужны. Почему они им будут нужны? Потому что для создания того или иного объекта, который игрок может продать на маркетплейсе, тот же дрон, да, значит, для создания того или иного объекта игроку понадобятся ресурсы. Конечно, если игрок много двигается, он собирает эти ресурсы навне, да, то есть он в парке где-то там что-то набрал. И поверьте мне, исходя из чертежа, вероятность того, что у игрока будут все необходимые ресурсы, достаточно мала. То есть, значит, и на этом и основано все взаимодействие внутри, финансовое взаимодействие, да. Значит, какие-то ресурсы ему понадобятся. Вот мне хочется, чтобы у вас все эти ресурсы были на продаже, да, чтобы хотя бы по 50 штучек, там по 100 штучек у вас стояло. И это для вас не стоит ни копеечки. Просто ходите, свои же ресурсы в роли игрока собираете, и зарплата вам падает уже как мастеру игры, значит, сюда. Если вы правильно оформили свое приложение, указав различный email, да, то есть на игре у вас один email, на сайте мастеров игры у вас другой email, и тогда программа вас не считывает как одно и то же лицо, да, у нас нету здесь верификационных документов к предоставлению. Значит, здесь пока еще можно шустрить, так сказать, в этом плане. Поэтому чем больше у вас ресурсов будут, а они понадобятся игрокам, тем лучше. Это деньги. Ресурсы не так дорого стоят. Скоро у нас будет такая, знаете, я уже, значит, некоторые стоимости запросил, да, я уже знаю, что сколько будет стоить, пока это, значит, не столь важно, да, от спроса все это будет зависеть, да, я знаю нижние и верхние грани, от спроса это будет все зависеть. С самого начала, конечно, спрос не будет столь велик, я так подозреваю, потому что по мере включения уже большого количества и рекламы данной компании, тогда уже, конечно, мы можем рассчитывать на большое количество покупателей, значит, и на запрос большого количества наших с вами ресурсов. Итак, в инвентаре вы смотрите все, что у вас есть. Здесь указано то, что вы приобрели, то, что у вас есть, да. Опять же, с правой стороны вы можете по орбам пройтись, да, когда зайдете на объекты. Здесь очень хорошо показано, да, время регенерации 1 час, да, там, значит, это тоже вам будет полезно. Я вот что вам хочу сказать, чтобы вот меньше звонков было по теме сайта мастеров игры. Вот сегодня было, наверное, штук 6-7, да, звонков. Вот последний мы с Натальей сегодня только вот говорили, значит, тоже по мастерам игры, да. Потратьте 2 часа времени, достаточно нетрудно здесь разобраться, да, и я думаю, многие ответы на вопросы вы сами найдете. Просто надо немножечко повозиться. Да, понятно, я работаю с сайтом мастеров игры почти каждый день, да, поэтому, да, понятно,
Значит, и я чуть-чуть больше знаю. Окей, значит, гексотрейдинг. Вот здесь опять тоже были, знаете, несколько вопросов. Я помогал людям ставить. Они спрашивают, а почему не продается здесь земля, да? Ну вот посмотрите, как она будет продаваться. Вот, значит, в разделе гексотрейдинг я уже продал одну землю, я ее выставил за 0,5 риксов, или за 1 рикс я ее продал, да. Я думаю, что просто случайно у меня купили, либо просто чтобы проверить систему, потому что я тоже себе покупал, чтобы проверить систему, как это работает, и дальше вам рассказывать. Значит, но сейчас, ну, за 10 риксов, ну, никто не будет покупать землю, вы можете посмотреть, где эта земля находится, да. Так, сейчас, секундочку, мне нужно актуализировать, я немножечко меня выкинуло, я так понимаю. Давайте еще раз на Гексатрейдинг. Продажа в мире. Значит, да. Вот, продается там земля, вы видите, да? Значит, где-то она, я не знаю, в Мексике, наверное, да? Буэнос-Айрес. Я Значит, за 10 гекса кто бы эту землю будет покупать? Но если у вас желание, купите, да? Почему вашу не покупают? Но также люди смотрят, вы понимаете, сейчас земли очень много, а вы хотите ее сбывать на вторичном рынке, непрокачанную землю. Будет очень трудно. Еще раз повторюсь, я продал по случайности, либо кто-то проверял систему, да? Значит, опять же, посмотрите, как поставить свою землю на продажу, да, потому что вы можете здесь, например, поставить свою землю на продажу. 10 дней ваша земля будет здесь стоять. Значит, я показывал, опять же, на вебинарах, как землю свою продать, как назначить цену и как она здесь появится. Здесь уже в разделе «Продаю я» вы это все увидите. Продают в мире. Еще раз повторюсь, вы все это будете видеть. Сейчас, на мой взгляд, еще раз повторюсь, это не актуально. И люди проверяют систему, ставят, ну, нормальная вот цена, пока у Вадима Куц стоит, да, я не знаю, где его земля. Сейчас мы с вами посмотрим. Леон, да? Да, в Леоне. Значит, ну да, в общем-то нормальная, да? Значит, это то, что касается вот этих четырех, да. Кнопка аналитики, она пока не работает, она будет нужна. Я уверен, что она будет нужна, но пока сейчас здесь в ожидании, да. На мой взгляд, ну, как бы, я и так знаю, где, ну, скажем, население больше, да, то есть с географией все в порядке у меня, и ну, в общем, я понимаю, какие земли наиболее заселены, какие материки наиболее заселены. То есть мне эта кнопочка, в общем-то, как-то не совсем, да. Единственное, в чем она мне сможет помочь, это объекты некой такой ценности, да, ЮНЕСКО, под защитой ЮНЕСКО, либо еще что-то. Да, здесь со временем можно будет найти данную информацию, да. Значит, кнопочка вот эта главная, вы тоже знаете. Значит, здесь у нас все наши земли, то есть объяснять не буду. Теперь конкретно по вопросу вот этого человека, да, значит, ну, никак не может он увидеть, отправляет, а он не может это контролировать. Значит, смотрите, идете, давайте еще разочек, идете на человечка сюда, идете ваши транзакции. Здесь задаете, что вы хотите посмотреть. Вот, то есть здесь вот идет все транзакции, которые делались, да, вот, например, лояльти вы получаете, либо там получаете хексакоины от работы структуры. Это уже работает. Я говорю о программе мастеров игры, да, у нас там есть партнерка, все покупки идет там до 8% в моем случае, потому что я не брал себе отдельную там ветку, да, я как работал под Олегом, я не захотел иметь что-то отдельно. Так я и остался, потому что меня это устраивает.
Значит, многие сделали себе отдельные ветки. Так вот здесь вы можете проверить, да, все, что приходит. Если вы хотите проверить коины, которые поступали, да, или вы там, пожалуйста, вот они все коины. Если вы хотите проверить ресурсы, пожалуйста, значит, вот они, все ваши ресурсы, там, серебро, золото. Значит, я еще раз повторюсь, на всякий случай, потратьте пару часов. Да, много не надо, и вы будете здесь, значит, как рыба в воде. Да? Вот эти вот кнопочки пробейте. Опять же, я делал видео, да, значит, как убрать сетку, чтобы она не мешала, да, значит, убрать номера. То есть все это легко здесь, знаете, оно очень логично все сделано, и поэтому значит, вам будет легко, да? Значит, с этим, я думаю, что ответил на вопрос и немножечко, как я и обещал в шапке вебинара, что вот немножечко такой краткий обзор кабинета мастеров игры я сделаю. Теперь, новости от компании. Ну, во-первых, мне очень понравился разбор игры, например, Pokemon Go, да, вот почему она потеряла свою популярность, да, и, на мой взгляд, это очень шикарное объяснение. В принципе, оно подтверждается всеми интернет-ресурсами и печатными изданиями, даже такое я видел, есть у нас журнал здесь в киосках продаются, значит, на немецком языке, там игры освещают и все прочее. Значит, как-то я прочитал там про Pokemon Go. Так вот, ну, хороший разбор. Ну, понимаете, Pokemon Go, идея-то хорошая, и, в общем-то, я думаю, что и мы будем профитировать на этой идее, но не было, понимаете, не было, была внутри игровая механика, но не было своей, своей механики в области финансов, да, а здесь у нас она есть, поэтому я пророчу, всему приходит конец, да, но я пророчу нашей игре более долгое время, нежели это было и есть, просто популярность упала у Pokemon Go, да. Было сравнение еще с одной игрой, значит, у кого будут вопросы на эту тему, почитайте в новостях, вышло компании, значит, это выпустила. Я прочитал, я посмотрел еще ресурсы, как я уже сказал, да, что-то я уже читал до этого. Значит, очень хороший такой новостной выпад сделала компания, мне очень понравился. Это было в тему, да, это буквально 3-4 дня назад было. Далее, интересные какие были сделаны объявления, значит, ну, 15 Force. Все вы знаете эту программу. Я знаю, что ей старички практически не пользуются, да, этой программой, то есть считают дорого. Вы знаете, что 50 Force, там у нас, по-моему, 20 подключенных токенов, да, сразу, скажем, давайте я посмотрю сейчас на 7 Pro. Да, вот тут получается стоит она 30 риксов, значит, ну да, там 20 подключенных токенов, 20 интов в подарок, то есть, да, конечно, до 15 июля ее продлили, прям запишите или посмотрите, потому что сегодня вот объявление вышло, да, вроде, звонки поступают, мне не жалко поднять телефон и ответить, да, не жалко, но если это все есть, ну, проще посмотреть. Значит, также 50 Force для 9 пинов, для, значит, 7 пинов, 7 пин токенов и для 7 Pro. Да, все это есть. На мой взгляд, если новичок стартует с такого пакета, это очень интересно. Ну, это дешевле намного, да, 30 риксов, это у нас 750 евро, да, и скидка 250 евро, ну, на мой взгляд, ну, как бы это хорошо, да. Значит, продлена до 15 июля. Хочу, чтобы вы об этом знали, потому что я думаю, это нам понадобится очень сильно, даже вот до 27 июня, потому что следующее объявление будет
касаться тоже этого. Дальше. Выпуск купонов при Factory, да, для приобретения фабрики дронов. Также продлен до 15 июля. Значит, берите купоны, подключайте себе фабрику дронов. И вот опять у меня был в пятницу выездной семинар, мы обсуждали эту фабрику дронов. Мне очень понравился настрой партнеров, да, в каком плане? Вот смотрите, компания гарантирует выкупку наших дронов, которые будет производить наши фабрики. То есть, если у вас есть фабрика, она производит 52, если это простой, значит, простая фабрика, бесплюсовая, как мы ее здесь называем. Значит, плюсовая производит 73 дронов, а нормальная фабрика дронов 52 дрона в год. Так вот, в неделю по дрону, да. Значит, и почему мне понравился настрой ребят? Потому что никто не согласен компании это уступать за 25 евро, да, то есть за один рикс. Значит, каждый хочет продать подороже, потому что уже есть линейка некая, точнее, с глубиной и высотой, да, то есть есть нижняя цена, есть верхняя цена, нижняя цена 25 евро, по этой цене даже компания обязуется у нас покупать, а дальше будут продавать. Верхняя граница тоже и существует, это 75 евро, то есть 3 рикса. Значит, на мой взгляд, это интересно. Так вот, ребята, они, не, а мы компании продавать не будем, да. То есть, мне нравится такой настрой. Мы говорим о бизнесе, это очень правильно, очень интересно, да. Значит, и у нас любят люди, ну вот многие задают вопросы, а вот кому мы будем продавать, да, компания будет у нас выкупать, да, вот в этом случае, именно в этом случае, я говорю сейчас о фабрике дронов, и я говорю конкретно о дронах, которые будут производиться на вашей фабрике, да, компания обязуется их выкупать по цене одного рикса, там примерно 25 евро, да. Окей, префекторе, то есть выпуск купонов. Давайте напомню еще, для чего дают купоны. Если вы активируете один пин, вы получаете один купон. На сегодняшний день одного купона уже не хватает, чтобы сделать себе фабрику. Да? Нужно два купона, потому что 1000 первых фабрик уже выкуплено. Значит, дальше очень интересная вещь у нас вот со вчерашнего дня с 20 часов по 20 августа. Если у вас новичок зарегистрировался, да, с 20 июня и активировал два пина в любой программе, либо там в разных программах, либо в одной HMAP программе, да, то есть HMAP программа семерка или HMAP девяточка, да, или HMAP 7 Pro. Где-то он активировал два пина, то он получает от компании 2 7-5 токена, а они, ну, это дорогой подарок, поверьте мне, это реально дорогой подарок. Два 9-5 токена они получают и 4 усилителя нитро, да. На мой взгляд, это очень клево для старта, то есть фармиться будет быстрее, значит, но сам новичок должен два вот пина активировать, да. Тогда, значит, он получит два токена, 7 5, 9 5 и 4 усилителя. Значит, теперь, вот смотрите, если этот новичок сделает это со вчерашнего дня до 27 июня, то, о чем я обещал сказать, да, значит, он получит два токена 7.5, два токена 9.5. Если он это сделает с 28 июня до 20 августа, то он получит один токен 7.5 и один токен 9.5. Я прошу не путать это с пинами, потому что у меня вчера один из коллег неправильно это понял. Он думал, что будут активировать два пина, ему активируют еще там в 7.5 и два пина в 9.5. Нет, да, вы получите два токена получат, да. Но представьте себе, эти токены, они сейчас стоят, да, ну, скажем, 200 с чем-то евро. Если все переводить либо в ГИКО, либо в РИКСы, да.
Значит, поэтому, на мой взгляд, подарок очень хороший. Но, конечно, не забыли о маркетмейкерах. Маркетмейкеры получат 3 геймгоскоина, да, вот за такого, значит, новичка. Как вы видите, да, компания стремится к 20-му максимально сделать, потому что 20 августа выйдет реклама. И, конечно, очень хочется, чтобы больше земель было запущено, да. То есть шеф сказал, что будут запускаться по мере того, как земли насыщены, скажем так, объектами. Те страны, где более земли, и те города, где более земель выкуплены и насыщены объектами. Причем должен еще что пометить обязательно, что нитро, который получит новичок, они будут активированы с 1 июля, да, чтобы вы лишили себя обязанности, сразу предупредите просто, да, иначе, значит, звонки будете получать. Значит, это то, что касается по новостям, да, еще раз вот просто советую, да, вот по фабрике дрона, тем, кто сейчас в режиме ожидания, да, ждет монетизации, да, все-таки подумайте о фабрике дронов и подумайте о новичках, потому что это важно, это пригодится. Дальше. Личный рынок мастеров игры, да, ну, это вот я уже заикнулся немножечко. У нас с вами команда номер 5 в общем составе. Во всех структурах у нас свой номер, номер пятый, нормальный номер, хороший. Значит, я хотел семерочку, но раз так, пусть будет пятерочка. Значит, личный рынок мастеров игры. Многие из нас уже приобрели себе внутренние магазины, да, давайте я еще раз покажу этот внутренний магазин. Например, я взял себе этот внутренний marketplace для игроков. Вот это открой персональный магазин для своей структуры игроков, он у меня уже есть. Да, я сразу вам должен сказать, что здесь будут очень хорошо продаваться ресурсы, да. Ресурсы. Здесь нужна будет монета Хепта, иногда монета Окта для создания по чертежам того или иного объекта. То есть это будет пользоваться спросом. На сегодняшний день все то, что я вам назвал, мы получаем в режиме фарминга. Да? Вот представьте себе, значит, ну хорошо, мы получаем ресурсы, когда мы сами собираем, да, то есть игрок собирает на наших территориях какой-то, да, а нам идет зарплатка. Мы хитрим немножечко, мы сами в роли игрока собираем, это тоже нам идет в плюс, да. То, что касается монеты Хепта, слушайте, ну я уже понаставил себе столько хептомайнеров, да, я майню эту монету, значит, она нужна, значит, здесь тоже ее можно делать. Ну, потихонечку смотрите, потому что для игроков это будет важно. Я не думаю, что это будет важно для мастеров игры. Но мы сейчас с вами на сайте мастеров игры в разделе «Магазин для игроков». Значит, подписка у меня уже есть, она стоила 50 доминионов. И я уверен, уважаемые коллеги, те, кто не открыл эти магазины, да, с 20-го такая возможность будет. Я не знаю, сколько будет стоить подписка, но она точно будет, да, за доминионы. Значит, я не знаю, на какой срок, вот, например, я себе сделал на 2 года подписку, да, то есть у меня этот магазин может существовать, значит, 2 года. Я вовремя подсуетился. Далее, следующий магазин, вот, о котором я говорю, это мы сейчас говорим о личном рынке мастеров игры, да. Значит, это магазин для моих... Так, секундочку. Для моих мастеров игры, да. Мастеров игры, конечно, будут спросы немножечко другие, они будут резко отличаться, да. Мастеру игры что важно? Для мастера игры важны объекты, не ресурсы, а объекты, да. Для мастера игры необходима монета Хекса. Для мастера игры необходима монета Доминион.
Да, то есть, видите, здесь немножечко уже, значит, и цены другие, и ресурсы запрашиваемые тоже другие. Еще раз повторюсь, мы все это пока, вот мы маркетмейкеры, мы все это фармим в режиме э, фарминга, да, мы получаем это практически бесплатно. Поэтому я вас очень попрошу, те, кто будут открывать магазины, значит, чтобы у вас было нормальное количество. Да, между собой мы будем общаться, и мы будем с вами как-то меняться. Значит, это однозначно. То есть я уже приготовил такие вещи, да, маркетплейс у нас есть и у Олега в группе, и у нас в группе, потому что наша задача с вами, независимо от того, в какой структуре мы находимся, где мы находимся, в каком городе, наша с вами задача обеспечить игроков и мастеров игры необходимым товаром в виде монеты, в виде, значит, объектов. Поэтому будем меняться. Я не советую друг другу продавать. Это как бы мой совет, да, но какие-то обмены делать, да, там между собой, дабы если у кого-то появится вот такой товарный люк, да, то есть нету товара, а он ему нужен, но то, что касается моей структуры, я сейчас за всех не буду говорить, то советую между нами, да, вот такие, как у нас всегда были добрые, хорошие отношения и помогать друг другу, да, потому что дело общее. Будем вести список, там, что-то как-то делать, либо по какой-то интересной цене продавать, чтобы оставить люфт для маркетмейкера, да, у кого не хватает этого товара, чтобы копеечку он тоже за это зарабатывал. То есть это мы все обговорим. Сейчас очень важно понимать, да, что э, нам нужны, конечно, вот нам нужен будет товар. С 20 числа нам нужны будут монеты, нам нужны будут орбы, нам все это будет очень нужно. Я уверен, что у многих, у которых будут магазины, у них не будет хватать товара. Я это вижу. Я это сейчас уже вижу. Я просматриваю очень много в день. Я 2-3 магазина просматриваю, да, то есть 2-3 аккаунта с ребятами. И я вижу, что М, ну, очень мало. Ну, там фармится у него 1.7.5 токен, да, там 1.9.5 токен, то есть у него мало товара, да, и поэтому если вдруг он начнет получать игроков, а вот есть у меня такие, которые уже там, значит, сделали себе там 3, например, мастера игры. То есть, что это значит, да? У них они заработали, вот сейчас они заработали 3 рикса. Каждый рикс это один подаренный вам мастер игры. Да? Вы не знаете, насколько хорош или насколько плох будет этот мастер игры. Это может быть ваш селебрити, это может быть ваш, я не знаю, конек главный, да. Это может быть пустышка, который придет пару раз, купит и забудет, и не будет ничего делать. Никто не знает. Но я вот смотрю, очень хорошо дела вот идут сейчас ну, молодец, сейчас подтянулась Лиля Барт, у нее там 5-6 человек, да, очень хорошо дела идут тут у Валдоса, у Саши, у Андрея, Марина с Леной молодцы. То есть я говорю сейчас о своей структуре, и по именам все их знают. Значит, очень хорошо. У кого 10, у кого-то 15, у кого-то 5, да, человек, которым будут подарены. И, конечно, я уже сказал, что если не будет хватать ресурсов, да, орбов, либо еще, я помогу, обязательно помогу под реализацию, там, в качестве долга, либо еще как-то, значит, обязательно. То, что касается моей структуры, я уже говорил, значит, будем помогать. Далее, очень многих интересуют вопросы RSL там будут. Давайте так. По RSL тоже очень много вопросов задают. Я уверен, что RSL будет на маркетплейсе. Уверен, до того, как они выйдут на биржу, они будут прокачиваться на внутреннем рынке. Будут ли они имплементированы в игру?
это мое личное мнение, я бы это сделал. Да, я не знаю, если компания со мной посоветуется, я бы подсказал пару вариантов, как имплементировать, как сделать ценность монеты RSL в игре. Да, ну, у меня есть на это пару идей, да, не знаю, если кого-то заинтересует в компании мои идеи. Вот. Я думаю, что да, RSL будут, почему нет, но то, что касается RSL, давайте все-таки, еще раз повторюсь, очень много приходит запросов. Сегодня вот тоже мы с Лидией общались, с Молдавией, да, мы все переносим наш разговор, потому что нету пока у нас собрания акционеров, да. Вот я думаю, что полностью на все вопросы я смогу ответить после того, как случится это собрание акционеров, когда нам дадут дорожную карту и пояснят, в каком пути мы будем идти, да, все-таки делать IPO, или выходить на ICO или, значит, на Дексе, да, то есть нужна дорожная карта. Исходя из этой дорожной карты и собранной информации, значит, я смогу на все вопросы ответить, а пока, значит, у тех, у кого есть вопросы по RSL, когда их можно будет продавать, пожалуйста, задайте мне, не рвите мои телефоны, значит, задайте их мне после того, как пройдет собрание инвесторов и плюс еще 3-4 дня, когда я получу все необходимые ответы на мои вопросы, которые будут сформированы после того, как я узнаю все шаги, по которым компания будет идти по пути монетизации монет RSL и акций. Далее. Значит, что еще хочу сказать? У меня вот несколько человек, у которых будут магазины, да, они тоже вот купили за Доминиона себе магазины, и вы знаете, ситуация такова, что игрок, либо мастер игры, приходя к вам, да, у него не будет выхода на, пока не будет выхода на Таладжа, да, он сначала к вам будет приходить, да. На мой взгляд, это правильно, и спасибо компании, кстати, за это. Значит, но многие уже неправильно это понимают. Объясню. Значит, пока нет Анталаджи, я забабахаю там такие цены, а что, им деваться некуда, будут покупать. В корне неправильная политика. Вот мне говорят, я буду минимум по 2 евро брать за один орб, по 5 евро за одну хекса. Слушайте, рано или поздно откроется Анталаджи. Этот мастер игры, который к вам пришел, он и видит, что вы его, какими ценами вы его кормили. И что вы думаете, этот мастер игры не сделает себе новый аккаунт и уйдет под другого маркетмейкера? Просто подумайте, да? Даже если он раскрутит свои территории, да, он сделает еще один аккаунт и уйдет к маркетмейкеру, который будет давать нормальные цены. Поэтому выкиньте сразу вот эту фигню с головы. Это просто мое, да, потому что я ездю, общаюсь каждый день по морю звонков, да, и я вижу настроение людей, и, слава богу, есть люди не только, которые сидят и ждут, а которые уже что-то делают, да, встречают, так сказать, выход игры. Вот, поэтому я специально у себя написал, вот, пояснить, да, политику цен. Не надо так думать, не надо агитировать свои команды на вот такое вот цены. Если нужны будут цены, мы их уже формируем в нашей структуре. Многим я уже дал эти цены. И эти цены нормальные. Я думаю, что я уже говорил, по-моему, Орба от 25 центов до 1 евро. Земля от 1,5 до 2,5 евро. Значит, ну, я сейчас не буду все перечислять, да. Значит, это то, что касается личного рынка мастеров игры, да. На мой взгляд, пожалуйста, подумайте, да, подумайте о том,
Сейчас, по-моему, есть еще возможность доминионы как-то получить путем обмена интов. Делайте что-то, но сразу хочу сказать, доминион это будет монета сайта мастеров игры, без доминиона никуда. Значит, сейчас доминион можно получить пока в лиде, пока в HMAP 9 и пока путем обмена интов, да. Пока, значит, больше все остальные будут покупать на маркетплейсе, на Анталладже. Дальше, что еще по монетам РСЛ сказал? Да, вот что еще. Вот что еще. Значит, по пятницам, да, я делаю вебинары по пятницам. И сегодня воскресенье, почему я делаю вебинар? Потому что в пятницу мне пришлось поехать. Траунройд, это городок здесь на юге. Значит, мы делали презентацию выездную, половили, посоревновались, поперетягивали друг у друга хептокоины. Значит, была у нас такая возможность, расставили объекты, купили много земли, значит, но не в самом, а в Мюнхене, ну, там недалеко от Мюнхена. Почему-то мы решили чуть-чуть новичков в Мюнхен отправить. Они там больше перспективу почувствовали, это их дело. Так вот, сейчас я буду раз в 2 недели делать только для новичков вебинар, да, в пятницу. И какие-то пятницы вот я буду также переносить, потому что я поясню, те, кто живут в Германии, они меня поймут. Я сейчас мотаюсь понедельник, вторник и среду, да, по своим встречам. Это удобно мне, но неудобно людям, да, те, кто в Германии понимают меня. Людям лучше встречаться вживую со мной, это пятница, суббота, воскресенье. И поэтому, понимаете, делать вебинары в пятницу, почему я делаю? Потому что я очень хорошо контактирую с Мишей тогда, да, с Мишей Квасовым. Он делает по вторникам, у него постоянно по вторникам, редко переносы. Я делаю в пятницу, и мы как бы друг друга пополняем, да. Значит, если я уйду на среду, то не будет это хорошо, да и в будущей работе, потому что вы увидите, работа будет ну, активнее немножечко проходить, многие придут из тех, кто ожидают, и поэтому нужны будут вебинары, и уже они будут такие более технические, да, технические вебинары, по крайней мере, уже сейчас я чувствую запрос на это. Поэтому возможно, что, я еще раз повторюсь, раз в 2 недели для новичков. Я делал в прошлую неделю, вы помните, на вебинар для новичков. Я прошелся за 30 минут по всем ключевым делам. Значит, такие вебинары надо будет делать. Значит, возможно, будут переносы. Вот еще раз я у себя записал «Фабрика дронов». Значит, я использовал это пустое место до нашего вебинара. Я общался с Натальей, я общался с Сашей, и вот мы подсчитывали, да, там, да, для фабрики дронов надо 2 купона и 100 евро, да, 2 HMAP. Ну, а получите вы 1300 назад, да, то есть это я вот сейчас вот на глаза попалась, и я поэтому, это еще раз повторюсь, фабрика дронов, она выгодна, да, она Э, даже если вы будете продавать по одному риксу, это выгодная сделка, я советую ее делать. Даже у того, но вы получите эти 2 купона, активируете 2 токена. Даже те, кто сидят, ждут и ни во что не верят, это мой совет. Окей, дальше, коллеги, вот о чем я хочу сказать. Помощь в переводах, да, каждый день. Влад, помоги перевести. Влад, давай через тебя переведем. Коллеги, я уже несколько раз говорил, что до ноября я не смогу вам помочь. Это не от меня зависит. Это не я прямо вот тут. Я не могу это сделать, потому что многие счета заморожены. Я просто не могу. Но каждый день по 3-4 раза я должен на это отвечать, да. С ноября я смогу вам помочь, да, позже я объясню, почему с ноября.
Значит, с ноября я смогу помочь и что-то смогу сделать. Но сейчас я вам должен сказать, что многие, ну, смотрите, Валдес работает через свой счет, да, Лиля Бар через свой счет, Лена, ну, я имею в виду на биржах, Лена с Мариной через свои счета, Саша с Андреем через свои счета, да, значит, ничего страшного, да, то есть нам уже деваться некуда. Вы помните, я вас учил, что есть черные, да, есть белые биржи, есть серенькие биржи. Так вот, с новым законом, вы знаете, что все карты были отключены, надо было сделать ЕУ, это касается всех и байбитов, и значит, до всех дошли, да, нас всех будут теперь контролировать, хотим мы этого или нет, да. То, что касается Германии, нам не надо открывать частное предпринимательство, либо еще что-то, пока не пойдут деньги, да, вот когда пойдут деньги с игры, то Геверба, Кляйн Геверба, так называемая, наверняка придется открывать, да. Либо есть еще варианты, о которых я пока не скажу, с ноября смогу сказать, да, но пока что это опять же для жителей Европы. Значит, не могу я помочь пока с переводами, к сожалению. Я знаю, что я теряю очень много денег, потому что если я всегда это делал, я никому не отказывал, я всегда делал переводы, и вот в один момент э, денег больше 20 000 на счет пришло, счет закрыли, и вот теперь, да, я мучаюсь как. Значит, с ноября я смогу это сделать, все в порядке. Значит, что теперь еще хотел бы я вам сказать по поводу встреч на Земле? Слушайте, это работает, с игрой это работает, да, с игрой это очень хорошо работает, и я планирую, что я еще буду больше ездить. Понимаете, игра, вы можете сразу все доказать. То есть она, понимаете, наглядно, впечатлительно и доказуемо. То есть приезжая на термин, то есть на встречу, да, вы можете сразу все показать, да, причем и то, что он заработал в качестве игрока и в качестве мастера игры, еще ни копейку не заплатив, он это сразу все видит. Это реально, да, вы знаете, как я делаю, да. Я ему скачиваю игру, помогаю сделать на сотовый телефон, на смартфон. Я помогаю зарегистрироваться ему на сайте МОК, да. Тут же я размещаю у него, значит, пару своих объектов, дарю ему парочку своих орбов, парочку своих хексакоинов, да. Еще раз повторюсь, это наглядно, впечатлительно и доказуемо. Да? Я пока не знаю, какой процент из этих людей, да, станут маркетмейкерами, станут мастерами игры. Но то, что это людей впечатляет и доказывает им, что система работает, да, до конца доказать, что система работает, можно только на выводе, понимаете меня, да, то есть, да, я показывал уже нескольким людям, как работает этот вывод, я не на свои счета, к сожалению, выводил, но помогал людям делать выводы рикскоинов, да, значит, это тоже впечатляет. Поэтому Ам, в Германии, понимаете, у нас нет проблем. Мы как-то, я сейчас не говорю о всех странах, да, но вот у меня нет проблем приехать, рассказать, да. Но как-то у нас люди к этому привыкли, потому что у нас тут, знаете, одно время тут и пылесосы продавали, и кастрюли, и матрацы, и черт. Ну, то есть это нормально, когда я там звоню, говорю, слушайте, можете собрать две-три семьи, я приеду, кое-что покажу, да. В качестве подарков я там беру эти свои э, э, позолоченные купюры, значит, приезжаю с интересом, вот реально с интересом, люди с интересом смотрят, да, регистрируются там практически все. Вот, и видите, я сейчас у меня мало времени самому это делать, я приезжаю, ну, то есть меня приглашают уже на такие встречи, да, то есть, понимаете.
Вот, ну, это работает, это очень хорошо. Дальше. По ТикТоку, да, многие заметили, что у меня закрыли аккаунт в ТикТоке. Значит, объясняю. А, В ТикТоке я поставил запрос на монетизацию, да. Есть такой запрос, вы делаете его с аккаунта ТикТока, там есть препятствия для этого, да, там определенное количество людей. Ну, в общем, я начал просто первую стадию делать, подсоединять ТикТок к номеру счета, к номеру всего, потому что это ну, дело, скажем, такое, это надо регистрировать, да, то есть TikTok, он требует вот эти все документы, я отдал все документы, отправил документы, отправил все, указал номер своего счета, в общем, все отправил, и через 3 дня мне, там, через 2 дня мне закрыли счет по той же причине, его закрыли TikTok аккаунт по той же причине, значит, в ноябре он будет открыт, но я работаю с моего основного аккаунта. То есть, что я этим хочу сказать, что смотрите, насколько, ну вот, насколько это все связано, да, то есть, э, будьте аккуратны с финансами, будьте немножечко, ну, скажем так, повнимательнее, чем я. Я помогал, и вот, видите, вышло так немножечко косо, но бог с ним. Дальше. Собирайте ресурсы, кроме того, что в мастерах игры вы их собираете, собирайте еще у себя в смартфоне, да. Это тоже очень интересно. Я сейчас активизировал свою деятельность как игрока, да, потому что мне надо много ресурсов. Вот, ну, я там могу ресурсы и отправлять, у меня здесь есть, то есть такая возможность есть, ресурсы отправлять с сайта мастеров игры на сайт, на аккаунт игрока, да, им удается сразу кошелек, не надо никакие мнемонические фразы и прочее. Вот, поэтому собирайте их тоже, это будет интересненько, значит, это тоже можно будет монетизировать. Так, хорошо, на этом я думаю, что все, на этом мы с вами закончим. Наверняка будут какие-то вопросы. Давайте я вам сейчас включу микрофоны. Так, и еще раз я напомню, да, я еще раз напомню, у меня Саша Вебер, да, и Валдас. Сразу после этого вебинара дайте мне 10 минуточек, чтобы я привел себя в порядок, и мы с вами